Ben rüzgarım demeliyim, rüzgarları anlat bana, senin gibi esmeri. Привет, друзья! Вы на канале Карева «Жизнь на Кипре». Сегодня мы с вами погуляем по нашему любимому Гирне, и я вам расскажу последние новости Кипра. Одной из самых главных новостей, которая не может не радовать, является то, что на Северном Кипре уже у нас отменили маски, сертификаты ПЦР в магазинах, в школах и в прочих учреждениях. 13 июня вы сможете прилететь на Северный Кипр без тестов ПЦР и сертификатов. Также второй новостью является то, что у нас 10 июня 2022 года в 4:40 утра по местному времени сейсмическим департаментом было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,9. И землетрясение ощущалось на всей территории Кипра, особенно в районе эпицентра и в провинциях Ларнака и Фомагуста. Отголоски этого толчка ощущались в Турции, Сирии, Ливане и в Израиле. Землетрясение на Северном Кипре, я бы не сказала, что частое явление, но за год уже было 2 ощутимых землетрясения. Один до этого, кстати, был такой с приличной амплитудой, но без разрушений, то есть все нормально. Сейчас мы вообще не ощутили землетрясений. Ну, что первый, что второй раз мы, кстати, особо не ощутили землетрясений в нашем районе. Но землетрясения есть, и поэтому сейчас вот обращают на это внимание застройщики, и поэтому строят здания со специальными конструкциями, которые смягчают удар. Вообще здесь строят немножко по-другому из-за того, что постоянно какие-то микроземлетрясения. То есть вот мы живем у подножия горы, как нам говорят, гуляет земля, и поэтому даже в домах, на стенах появляются микротрещины очень часто. Не только от перепада температуры, потому что жара, холод, а именно из-за того, что вот есть такие мини-землетрясения происходят, такие какие-то смещения есть. Но я бы не сказала, что это часто. В Турции намного чаще землетрясения, в других южных странах тоже, и вулканические извержения. В общем, у нас достаточно спокойно. Я вообще как-то по поводу землетрясений не переживаю, но мне задают вопросы на эту тему, и я говорю, что да, есть, но они такие небольшие толчки, и вроде бы это не влияет особо на строение, на безопасность, слава богу. Надеемся, что и дальше все будет хорошо. Итак, друзья, у нас каждым днем все больше и больше туристов. Температура воздуха у нас около 28-30 градусов днем, ночью 20 градусов. Вообще сейчас очень комфортная погода. Мы еще не включаем кондиционеры. Мы живем на первом этаже. У нас как-то такой тенек. И окна у нас запад-восток. Может поэтому, но у нас не жарко в квартире. Плитка достаточно такая прохладная, что иногда мы даже одеваем носочки. В общем, кондиционерами мы не пользуемся, что, конечно, не может не радовать, потому что уже середина июня, и обычно уже мы включали кондиционер в это время. Я очень надеюсь, что в этом году будет не жаркое лето. Вообще, я посмотрела прогнозы на ближайшее лето, не знаю, насколько они правдивые. Это лето не должно быть жаркое. Температура воздуха максимально 35 градусов. И то там несколько дней. В то время как средняя температура июля достигала 40 градусов. Вот, поэтому поживем, увидим. Но у нас море все с каждым днем все теплее и теплее. На пляжах уже все оборудовано шезлонгами.
летние кафе уже работают, музыка, все функционирует. Мне нравится то, что у нас все равно по сравнению с другими странами, из-за того, что это остров, здесь нет такого потока людей. Мой знакомый сейчас приехал с Турции, он говорит, сколько людей в Анталии, сколько людей в Турции, просто битком. Кстати, одна русская речь, она говорит, такое количество людей. У нас как-то более все равно чувствуешь себя уединенно. Да, у нас есть туристы, у нас кафешки заполнены, но у нас такой вот остров, и у нас нету такого чувства, что ты вот на таком... Ну, есть чувство, что ты живешь на курорте, но ты можешь на этом курорте спокойно жить комфортно, потому что не на каждом курорте можно комфортно жить. Это же с утра до ночи будет только музыка. То есть у нас можно найти для себя места уединенные. Мы можем пойти гулять, вообще там никого не будет, и бухточки. Ну, в общем, мне нравится на Северном Кипре, что если вы захотите тусу, вы идете в тусу. Если вы захотите спокойствия, вы в спокойствии. Здесь места предостаточно, и есть для этого вот эти места. Вот, и поэтому мне Северный Кипр нравится этим. Очень многих отпугивает то, что здесь нету прямых рейсов и приходится лететь через Турцию с пересадкой. Но я вам скажу, что вам самое главное добраться до Стамбула или до Анталии, а потом лететь час, 45 минут, час 20 со Стамбула. Вы знаете, даже высоко уже самолет так не поднимается, очень комфортно лететь. И мы, конечно же, ждем, чтобы перелеты из Турции до Северного Кипра стали внутренними рейсами, и станет больше рейсов, цены на билеты будут приятнее. Также Северный Кипр, он очень взаимосвязан со всем миром, и так как во всем мире кризис, на Северном Кипре также обесценивается лира, падает, и сейчас уже $1 стоит 17 лир, даже 17,2, 17,3, смотря в каком обменнике. Цены на бензин подорожали, сейчас уже бензин стоит 26 лир 95. Ну и все, конечно же, потихонечку дорожает, как и во всем мире. Хорошей новостью является то, что российские банки разрешили делать переводы за границу не $50 тысяч в месяц, а $150 тысяч в месяц на человека. Сейчас прекрасный курс, и вы можете, если у вас есть российские рубли, переводить по карте Тинькофф, покупать недвижимость на Северном Кипре по прекрасному курсу. Конвертация сейчас в районе 60. Я считаю, это прекрасный вообще момент для покупки. Неизвестно, что дальше будет с курсом. Вообще никто не знает и вообще не понимают даже. Это вообще противоречит законам даже некоторым экономики, что сейчас происходит. Поэтому я считаю, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. И если у вас есть намерение приобрести еще на нашем солнечном острове недвижимость, то самое время это сделать. Пока еще работают вот эти переводы, поторопитесь. Так, и хотела немножко рассказать про ВНЖ по аренде. Эта информация такая, знаете, сарафанное радио, официально подтвержденной еще информации нету, но стало известно, что ВНЖ по аренде будут выдавать на полгода. Затем вы должны предоставить через полгода договор аренды, который у вас заключен с хозяином на год и более. И вам ВНЖ продлят до года. Но вы должны также с этим договором аренды через полгода предоставить и справку со своего банковского счета, по которому вы покажете вот полиции, предоставите эту справку, по которой будет видно движение денежных средств на вашем расчетном счете в местном банке. Ну, либо, возможно, не в местном банке, потому что можно предоставить
в зарубежном банке. Хотя желательно предоставить в местном банке. Много на эту тему разговоров, и, вы знаете, лучше предоставить в местном банке. И именно чтобы было показано движение вот за эти полгода, как вы снимали эти деньги. Потому что такого понятия ВНЖ по аренде на Северном Кипре нету. Есть понятие по высокому доходу. То есть вы можете получить ВНЖ по покупке недвижимости, да, когда оно готово, у вас есть где жить. Также вы можете получить ВНЖ по высокому доходу. Так вот, чтобы показать этот высокий доход, вы должны предоставить выписку со счета в банк, на котором будет на одного человека не менее, ну я говорю средне, $20 тысяч в год. Вот этот момент очень важный, и я рекомендую на него обратить внимание. Вот мы прогулялись с вами по Гирне, я вам рассказала последние новости. Может быть, какую-то новость я упустила, поэтому вы в комментарии обязательно мне напишите, что у нас здесь происходит и чего я еще не знаю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и пишите в комментариях ваши вопросы, звоните нам. И ждем мы вас на Кипре!